Ребята, всем привет! Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз для всех знаков зодиака на период коридора затмений. Очень просили осветить эту тему, что ж, давайте посмотрим. Итак, очень важный, очень знаковый, очень знаменательный период с 25 октября по 8 ноября. Мы с вами посмотрим общие энергии этого периода для всех знаков зодиака, ну и непосредственно разберем событийный ряд, то, с какими переменами вы войдете в этот коридор затмений, что они вам принесут. Работаю сегодня с Барокко Таро, поэтому мы, как всегда, просим Вселенную помочь нам настроиться и активно пережить этот период с наилучшими для нас переменами и изменениями. Каковы будут общие энергии этого коридора затмений? Вообще в целом для планеты. Что нам принесет этот коридор затмений? Девятка пентаклей, пятерка мечей и девятка чаш. Ну, здесь могу сказать по этим картам, это активизация, это усиление военных конфликтов, боевых действий, борьба за разделение, за власть, за финансы, за ресурсы, за желание иметь все, жить в удовольствии. Своего рода смена порядка по той простой причине, что конфликты, которые будут крайне активными. Посмотрите даже дно колоды. Колесо фортуны. Это судьбоносные перемены, судьбоносные изменения. Мир не будет таковым, как прежде. Что люди смогут ощутить в этот период? Какие перемены или, возможно, потрясения здесь будут происходить? У нас первый вышел же рыцарь чаш. Что это здесь? Двойственная ситуация, которая многие вещи поменяет в жизни людей. Во-первых, очень много эмоций. Это, знаете, как энергия воды, которая будет влиять абсолютно на всех. Могут быть какие-то проблемы, связанные с водой. Могут быть, допустим, затопление, наводнение, либо просто у кого-то нехватка воды. Ну, то есть вопросы воды будут стоять здесь на первом месте. И как следствие здесь будут образовываться новые союзы, потому что тройка пентаклей и двойка пентаклей. Не получится здесь больше лавировать. Тройка пентаклей – это карта конечного результата. Здесь придется определять, с кем кто будет взаимодействовать и как развиваться дальше. С чем наше человечество выйдет из этого периода, из этого коридора затмений? Королева пентаклей, солнце и, как мы видим, восьмерка чаш. Но фактически это новое становление мира. Я не могу сказать, что это отказ от материального. Это будет неверно, это будет некорректно. Но здесь духовное будет преобладать над материальным, потому что эхо материального, я не могу сказать, что полностью, но частично остается в прошлом. Солнце – это озаряется новый день, новый цикл. И видите, восьмерка чаш. Идти к духовному, к новому росту, к прорыву, к новым идеям. Ну а мы сейчас посмотрим, как это будет отображаться на вашей жизни. Но основной мотив, обратите внимание, король мечей, это передел, это новые законы, это новые правила, это, в принципе, новые границы для кого-то. Здесь будет политическая, социальная активность, здесь будут очень мощнейшие колебания, финансовые спады, подъемы. Ну, в общем, колыхать будет абсолютно всех. Каждый это сможет прочувствовать и ощутить. А мы с вами начнем смотреть с овнов. Какие перемены овнам перенесет этот коридор затмений? Какие перемены овнам перенесет этот коридор затмений? Тройка пентаклей, императрица и, как мы видим, император. Ох, у вас здесь замечательные карты, потому что по этим арканам для кого-то здесь знаковые перемены. У кого-то обретение партнера или партнерши, создание отношений, то есть это, знаете, как перспективное партнерство, во многом брак по расчету, либо обретение партнера статусного, стабильного. Это могут быть также совместные проекты, новый совместный бизнес. Не обязательно это партнерство личного характера, это может быть появление
женщины или мужчины в вашей жизни, тот, который вас поднимет на новый уровень заработка, поможет, поддержит или в чем-то проспонсирует. Потому что, видите, у вас ключевая карта выпала тройка пентаклей. Перемены. Перемены в плане работы, заработка, вашего становления и ваших идей. На что вам следует обратить внимание? Четверка чаш, семерка чаш и справедливость. Арканы, которые нам говорят по ситуации, что, возможно, все будет идти не таким путем, как вы себе мечтали или планировали. Это в какой-то степени у вас будет вызывать отчаяние, либо, знаете, какую-то апатичность, депрессивное состояние. Но аркан справедливость говорит, что сейчас идет период кармических отработок. Поэтому все, что с нами происходит, это будет идти по принципу то, что мы наработали, то, что мы заслужили, как в прошлой жизни, так и в этой жизни. Поэтому ваша задача это фактически принять смиренно. У вас, тем более, перемены здесь благоприятного характера. Вы добьетесь цели или результата. Но, повторюсь, возможно, не тем путем, которым вы планировали это делать. И основной для вас совет, рекомендация на этот цикл. Королева чаш. Королева чаш – это спокойно все принимать, любые перемены. Контролировать свой эмоциональный план. Выстраивать с людьми дипломатические отношения. Заботиться о них. Дарить свою любовь, дарить свое внимание. Прорабатывать психологические блоки. Углубляться для кого-то в психологию, либо работать с психологом. Это аркан опеки, то есть кому-то дарить свою опеку, заботу, поддержку тем, кто в этом нуждается. И Вселенная обязательно вам вернет старицей. Поэтому, дорогие овны, пусть действительно для вас все перемены пройдут со знаком плюс, ну а мы будем переходить к тельцам. Итак, тельцы, какие перемены вас ожидают? Коридор затмений. Солнце, влюбленный и шестерка мечей. Ух, как знаково. И здесь дно колоды девятка пентаклей. Ну что, неудивительно, что у вас одни старшие арканы фактически. Почему? Потому что это ваше затмение. Затмение на оси Телец-Скорпион. Этот коридор, в принципе, для вас очень знаков. Солнце, влюбленные и шестерка мечей. Это важный выбор, жизненный выбор. И для многих этот выбор будет сопряжен с чем? Выбор партнера, либо появление человека в вашей жизни, с которым вы дальше будете плыть в этой лодке, да, тянуть эту лямку, с которым вы будете идти к новым горизонтам. Это выбор не только именно личного партнерства. Партнерство может быть деловое, дружеское. Это вообще, в принципе, судьбоносный выбор относительно поездок, переездов, смены места жительства и вашей адаптации, обоснований на новом месте. Потому что у вас, естественно, как у тельцов, девятка пентаклей, это жизнь в райском саду, аспекты материального. Но у вас, поскольку первый аркан у нас идет солнце, все-таки идет через духовное. То есть несите людям радость, и эта радость вернется вам старицей. Карты об этом фактически, знаете, как кричат, призывают вас к этому. И при любой возможности, поскольку девятка пентаклей это аркан, который указывает на лиц, не могу сказать, что прямо состоятельных, но тем не менее имеющих ресурсы. То есть чем больше вы будете делиться со Вселенной, тем больше вы будете получать в ответ. Сейчас посмотрим, на что вам следует обратить внимание. На что вам следует обратить внимание? Рыцарь жезлов, отшельник и умеренность. У многих по этим арканам это будет осознанное уединение. Почему? Потому что здесь это могут быть ретриты. Это могут быть, знаете, как отдалиться от людей, такой некий интроверт, но это с целью вашего баланса, вашего спокойствия. Углубление в азы жизни, поиск своего пути ради своего спокойствия и нахождения баланса. У вас действительно очень такой знаковый момент, потому что здесь это наконец-то для тех, кто себя еще ищет, это определиться, найти свой путь
и достичь жизненной гармонии в этой ситуации. У вас просто судьбоносный период. Обратите внимание на карты, которые у вас ложатся. И посмотрим ключевой совет по этому вопросу, по этой ситуации. Девятка чаш. Несмотря на все происходящее, получайте от жизни удовольствие. Научитесь видеть прекрасное во всем, что вас окружает. Циклитесь только на позитиве. Научитесь получать радость от жизни. Видите радость в мелочах. Девятка чаш — это всегда, знаете, как окружать себя счастливыми людьми. Наслаждаться тем, что вы делаете, наслаждаться тем, что вы имеете. Но счастье это внутри вас, и от вас оно зависит, потому что, посмотрите, мужчина здесь восседает один. То есть ваша задача сделать себя счастливыми. Не ожидать, что кто-то придет или там принц на белом коне прискачет и вам поможет это сделать. Нет. Как только вот вы будете целостны, наполнены и ресурсны, вы будете счастливыми, в вашей жизни поменяется кардинальным образом многое. То есть не ждите этих перемен от кого-то, либо как толчка извне. Вы должны меняться сами. И сами стремиться к тому, чего вы хотели. То есть хотели, допустим, отношений, то есть больше любви дарите окружающим, тех, у кого в любви и внимания нет. Там детки в детдомах, или люди пожилого возраста, или люди, которые нуждаются в помощи. Творите, пишите картины, музицируйте, занимайтесь творчеством. Больше бывайте на природе, потому что, опять же, это цикл единения. Это, знаете, как вы в себе в первую очередь пробуждаете те эмоции прекрасного, которые вы ощущаете извне, берете из мира. Вот как только вы научитесь получать эту радость в мелочах, вам откроются многие сферы жизни. Мои хорошие тельцы, мы с вами будем переходить к близнецам, а вам, тельцы, легкого коридора затмений. Близнецы, итак, какие события, какие перемены вас будут ожидать в этот коридор затмений? Пятерка жезлов, влюбленные и справедливость. О, как у вас значимо еще солнце. По этим арканам это будет борьба. Борьба во всех смыслах. У кого-то это будет проходить борьба за право выбора. Жить как вы хотите, или жить с кем вы хотите, или, ну, знаете, это как борьба за выбор. Выбор, который определенно вы считаете как бы справедливо, либо выбор, который идет свыше. Борьба за официальные отношения, за открытые отношения, или борьба за официальную поддержку. Не имеет значения какого плана. Допустим, справедливое разделение имущества, наследства или каких-то социальных выплат. И самое главное, если посмотреть по этим картам, вот у вас пятерка жезлов, влюбленные и справедливость. Карты, которые иногда могут даже указывать борьбу за жизнь. Причем борьба, знаете, как за свое светлое будущее. У вас не зря одно колода солнца. Борьба за возможность жить свободным, жить, знаете, как легко, или жить так, как вы хотите, либо на тех условиях, как вы хотите. То есть борьба за выбор, чтобы вы имели выбор. Вот дословно перевожу вам, как есть по арканам. На что вам следует обратить пристальное внимание? На что? Император, король мечей и повешенный. Если это касается вопросов, связанных с законодательными органами, то здесь это, как знаете, желательно не зависеть от госструктур. То есть, например, не брать каких-либо кредитов, которые вы понимаете, что вы не потянете. Вплоть до того, что в каких-то ситуациях не идти понятыми, не нарушать закон, не вступать в никакие правомерные ситуации, либо в мошеннические операции, потому что император, король мечей и повешенный, это вас могут официально призвать к ответственности. Опять же, если вдруг у кого-то идет вопрос бракоразводного процесса, то здесь, как показывают эти арканы, ситуация затянется во времени. Причем затянуться она у вас может до периода следующего затмения, то есть до апреля 2023 года. Имеется в виду солнечного, не лунного, а солнечного, которое будет. Еще по этим картам. Это, в принципе, изменение
геополитические, социальные, которым придется адаптироваться. В чем-то можете себя ощущать жертвой. Вы в подвешенной ситуации и не можете повлиять на то, что происходит. Но ситуацию придется принимать как данность. И если мы с вами посмотрим совет от карт, что у вас здесь? Совет идти до конца, бороться за свое, потому что семерка жезлов — это в первую очередь отстаивать свои интересы. Знаете как, превозмогая боль, превозмогая какую-то неуверенность, может быть, в себе, страхи, риски. Это, знаете, как вот стоять до конца, добиваться, стремиться и не опускать рук. Вот вам этого делать категорически нельзя. Знаковый у вас здесь период. Так, а мы переходим к ракам. Раки, что вам принесет этот коридор затмений? Каковой будет для вас эта ситуация? Ого! Так, а здесь у нас король пентаклей. Сейчас даже посмотрю. И здесь у нас паж мечей. Ребят, ну у вас ложится здесь смерть, башня и паж пентаклей. Поскольку у нас карта итоговая, видите, монеты, в первую очередь, к сожалению, это действительно может идти потеря имущества. Причем, знаете, как в разных аспектах. У кого-то потеря жилья, у кого-то повреждение жилья, у кого-то, это, ну, не знаю, там, поврежденный автомобиль. Но здесь в первую очередь, видите, указаны на жилищные условия. Поэтому для вас карты сулят изменение жилища, то есть смена места жительства, начиная от переезда вплоть там, до, знаете, как менять квартиру в рамках того региона, где вы живете, для кого-то менять город, для кого-то вообще менять страну. Но здесь в первую очередь, видите, это как бьет по материальному. Если это касается вопросов детей, то карты здесь говорят, что идет изменение в общении, в отношениях с детям. То ситуация такого, как раньше, она не будет, это однозначно, потому что здесь разрушение старого порядка, старого образа жизни. Если вы здесь переживали, я понимаю, что у многих может назреть такой вопрос, а идут ли здесь вопросы смерти, там, ДТП и так далее, у вас здесь падает туз мечей. По тузу мечей это может быть, знаете, как может потребоваться вмешательство, ну, допустим, резкая зубная боль, потому что, видите, туз мечей это как рассечь, удалить то, что вам мешает, ну, паж пентаклей, начиная там флюс, фурункул, еще что-либо, то есть услышьте меня, это не попытки вас настроить на какой-либо негатив. Здесь нет вопросов смерти. Здесь по десятке пентаклей ситуация и жизнь вынесет вас наверх. Смерть и башня — это кардинальные изменения, которые вас могут, знаете, как повергнуть в какую-то пучину печали, разочарования, но перемены, которые окажутся к лучшему. Потому что, смотрите, по десятке пентаклей — это то, что вам позволит обрести становление, новую жизнь, причем жизнь стабильную и жизнь зажиточную. И у многих еще перемены здесь пройдут по личной жизни со знаком плюс. На что вам нужно будет обратить внимание? На что? Восьмерка жезлов, отшельник и влюбленные. Видите? Отъезд, переезд, смена места жительства, поиск своего пути и, более того, обретение своей второй половины. Выход из состояния одиночества. Видите, добавить нечего. Вот не зря вам сказала, что перемены, которые как вынесут наверх. И посмотрим здесь по ситуации на совет для вас. Совет. Ну, совет. Во-первых, карта триумфа, карта победы, карта достижений. В плане рекомендаций, если вдруг планировали уезжать, переезжать, однозначно стоит это делать. Приобретать, возможно, транспортное средство. 100% да. Собирались жениться, либо связать себя узами брака, тоже да. Собирались инвестировать во что-то новое, получать новую базу знаний, тоже да. То есть, знаете, как идите своей тропой, несмотря на какие-то сложности, которые сейчас у вас могут вызывать разочарование, депрессивные состояния. Нет смысла на этом циклиться. Вы все равно идете к своей победе. Поэтому идите. А мы с вами будем переходить к львам. Посмотрим, что их ожидает в этот период. Итак, львы, какие перемены вам принесет коридор затмений? Маг
девятка мечей и суд. Так, и дно колоды у вас туз мечей, как знаковые какие-то вещи. Итак, маг, девятка мечей и суд. У кого-то решение проблем и вопросов, связанных со здоровьем. Восстановление, перерождение, у кого-то реабилитация, маг, в частности, обращение к врачу, девятка мечей и суд. Это выйти из депрессивного состояния, переживаний, бессонницы, стрессовых состояний и восстановиться. Понимаю, что у многих здесь может крутиться на языке. Если здесь вопросы смерти, как вы видите, у нас здесь ложится король мечей и жрица. Здесь не о смерти. Здесь о серьезных внутренних переменах сложных, болезненных, но тем не менее, которые вас ожидают в рамках этого периода. Почему? Потому что у некоторых, знаете, вот здесь страхи за семью, страхи за родственников, страхи и переживания за свою стабильность и быт. У кого-то страхи за родину, в прямом смысле этого слова, потому что суд у нас карта родины. Но король мечей и жрица — это как незримый порядок, который установлен свыше, и пусть у вас адаптация будет сложная и тяжелая, но нужно это будет принимать. На что вам следует обратить внимание? Десятка мечей, десятка пентаклей, звезда. Я назову так, как это есть. Во-первых, если вы находитесь в боевых точках, действительно беспокоиться о семье, о своих членах семьи, чтобы они здесь не попали ни под какие ракетные обстрелы. Если есть все-таки возможность покинуть небезопасный регион, лучше это сделать. Это второй момент. Далее, если вы собирались разводиться, то есть вопросы распада, развала семьи, скажу честно, не время это делать. Сейчас нужно перебороть какие-то свои страхи, стрессы, недомолвки, переживания, потому что по магу это взять себя в руки. Девятка мечей — перебороть то, что у вас сидит. И суд — это всегда вопросы восстановления семьи. Здесь не идет речь о бракоразводном процессе, потому что для вас открываю аркан император. То есть это остаться в том статусе, в котором вы были на момент принятия данных решений. Еще по этим картам. Пентакли, конечно же, у нас финансовый аспект. Здесь может идти крушение планов относительно серьезных финансовых вложений либо получения прибыли. Поэтому очень осторожно с инвестициями, или можете в этот период потерять все. То есть период коридора затмения — не лучшее время для вложения средств или займа денег. И совет вам на этот период и по этой ситуации. У вас прям как у раков. Шестерка жезлов. Карта победы, цели. Опять же, карта переезда. Я думаю, те, кому нужно это услышать, меня услышат. Это аркан, который указывает, что несмотря ни на что, ни на какие сложности, ни на какие трудности, вы достигнете того результата, к которому шли. Шли, возможно, очень долгий и длительный период, сложный период. Но, тем не менее, знаете, как у железа пока горячо. Как бы ни было сложно, вы понимаете, что сейчас вы взращиваете себя, свой внутренний стержень, свой потенциал. И любые испытания, которые вам посланы в вашей судьбе, вы сможете легко преодолеть. Нужно это просто как бы принять с достоинством. Ну и, конечно же, предупрежден, значит вооружен. Поэтому действуйте. И будем просматривать для вас ситуацию для следующего знака зодиака. Смотрим девы. Что вам принесет данный коридор затмений? Какие перемены? Четверка пентаклей. Дьявол и пятерка пентаклей. Так, дорогие мои девы, основной посыл: ни в коем случае не влазить в долги, не влазить в кредиты, иначе это будет та кабала, которая может вас привести к разрухе. Это очень важно понять, принять и осознать. Еще по этим картам, опять же, это акцент на стабилизацию своего состояния здоровья и вообще жизни в целом. Сейчас объясню. Если вы знаете, что у вас на текущем аспекте есть какие-либо хронические заболевания, они могут ярко проявиться. То есть я сейчас образно буду приводить примеры. Если у вас там диабет второго типа, и врач вам говорит: давайте, действуйте, принимайте препараты, делайте
все по предписанию, по протоколу лечения, а вы этого не делаете, то впоследствии вы можете оказаться зависимыми от лекарств и ситуация, которая может привести к плачевным последствиям, то есть усугублением болезни. Опять же, если это касается просто каких-то либо инвестиций, не инвестируйте. Попадете в кабалу, останетесь ни с чем. Опять же, не занимайте деньги, не играйте в азартные игры. И сейчас будет ряд искушений, например, изменить, если вы в партнерстве. То вот здесь 4 Пентаклей говорит, храните то, что вы имеете. Иначе, поддавшись искушениям, останетесь ни с чем. На что вам необходимо будет обратить внимание? На что вам необходимо будет обратить внимание? 4 мечей, смерть, 5 мечей. Вы видите карты сами, даже дно колоды 5 жезлов. Мои хорошие, обязательно, если вы находитесь в зоне боевых действий, постараться ее покинуть. Арканы говорят сами за себя, чтобы вы здесь, знаете, как не пострадали в этой ситуации. Опять же, если это касается состояния здоровья и обострения хронических заболеваний, не пренебрегайте рекомендациями врача, иначе сами себе укорачиваете жизнь. Я карты тяну при вас, и моя задача, знаете, как не запугать вас, моя задача предупредить вас. Предупредить, чтобы вы приняли максимум каких-то действий для улучшения ситуации. Вот сейчас даже в качестве совета. Видите, рыцарь Пентаклей, думать о своей стабильности, о своей сохранности во всем. Финансы, здоровье, личная жизнь. Опять же, место, где вы находитесь. И, кстати, я понимаю, что сейчас это прозвучит бредово для кого-то. Если вы подпадаете под мобилизацию, я не знаю, какими путями, что вы будете делать. Вам ни в коем случае нельзя ехать. Вот нельзя. Я понимаю, что легче советовать со стороны, но факт остается фактом. Надеюсь, вы меня услышите. Сейчас даже спрошу так. Если вы последуете совету карт, в этом случае как для вас отыграется ситуация? Если вы последуете совету карт. Видите, если последуете совету карт, то все будет замечательно. Во-первых, жизнь в балансе, жизнь в ресурсе, закрыться от проблем и сложных ситуаций, и 8 Пентаклей. Активная работа над собой, над ситуацией, стабильный заработок, стабильная жизнь. Это может быть, в принципе, сложная работа над собой, чтобы быть в балансе. То есть, например, отказаться от легкого заработка, зарабатывать своим трудом, избежать проблем, избежать лишней головной боли. Если это вопросы здоровья, тяжелая работа над собой в плане выполнения рекомендаций врача. Но вместе с тем закрываетесь от развития болезней и, как следствие, видите, обретаете баланс. Поэтому, мои хорошие, вам очень важно принять это во внимание. Ну а мы с вами переходим к знаку зодиака Весы. Весы, что вам подготовил этот коридор затмений? Что он вам подготовил? 8 жезлов, 3 чаш и паж пентаклей. У вас хорошие карты, легкие карты. Здесь могут быть увеселительные поездки, отпуск, мероприятия, общение с друзьями, знакомство с людьми в поездке, либо через интернет, новые связи, новые знакомства, новые содружества, которые вам несут колоссальный опыт. Это может еще, знаете, как войти в какое-то сообщество, где вы будете состоять и делиться опытом, получать навыки, знания на расстоянии, получать какое-либо образование, получать радость от того, что вы обретаете этот новый опыт и эти навыки. У кого-то вплоть до того, что вы можете дистанционно обучать и передавать свою мудрость, свои знания. Но в любом случае для вас этот коридор затмений пройдет легко. Еще это может быть какая-то поездка на праздник, на свадьбу, на какие-либо для вас значимые мероприятия. Но для вас это в любом случае со знаком плюс. На что вам следует обратить внимание? На что? 8 мечей, 4 мечей и королева пентаклей. В первую очередь на экономию в ресурсах. Это раз. Ну, то есть не
заниматься расточительством, то есть по пустякам на какие-то мелочи не тратиться. Опять же, по возможности, если есть такова возможность, да, вы откладываете свои ресурсы, занимаетесь вопросами накоплений. У кого-то это как думать о пассивном источнике дохода, не прикладывая лишних усилий, видите? Еще здесь по этим арканам, как вам правильно донести, не то, что не быть обязанным, но загладить какие-то конфликты, либо закрыть глаза на какие-то вещи, если у вас были конфликтные ситуации с матерью, с тещей, свекровью, либо просто подругой, допустим, женщина, королева пентаклей, то есть там земной стихий, телец, дева или козерог. Потому что человек дает вам ресурс, дает вам какую-то подпитку, дает вам какую-то поддержку. И еще такой момент. Если вы планировали зачать ребенка в этот период, ну, лучше переждать. Сейчас с вами посмотрим рекомендацию для вас. Видите, 4 пентаклей, обретение стабильности. То есть, во-первых, вопросы экономии, во-вторых, вопросы накоплений. Опять же, то, что я вам говорила, здесь это мы думаем о пассивных источниках дохода и сделаем все для сохранения общения, отношений. То есть, видите, остаться при своем, сохранить то, что вы имеете. Потому что если вы в коридор затмений с кем-то, разругаетесь, расставите точки над «и», то этот человек больше не появится в вашей жизни. Поэтому подумайте, нужно вам это или нет. Скорпионы, посмотрим, что вас ожидает в этот ключевой период, коридор затмений. Скорпионы, что вам принесет коридор затмений? Отшельник, маг и рыцарь пентаклей. У кого-то это в первую очередь, знаете, как осознание того факта, что вы хотите быть индивидуалистом. Допустим, уйти в работу на самих себя, открыть свое дело. Для кого-то обретение и нахождение своего смысла жизни. Вот если вы были в поисках себя, становления себя, то вот обрести наконец-то этот ресурс. Если у вас были какие-то хронические заболевания, то стабилизировать ситуацию, либо болезнь, которая уходит в ремиссию. В целом, это, знаете, как акцент на то, что не то, чтобы вы сами по себе. Кстати, здесь еще акцент на том, чтобы хранить энергию, потому что здесь карта интроверта, осознанного интроверта с целью сохранения и приумножения сил, дабы получить те блага, ту стабильность, к которой вы стремитесь. На что вам нужно обратить внимание? На что вам нужно? Карта вышла сама. Обратить внимание. Вам, во-первых, нельзя закрываться от своей интуиции. Не нужно бояться, если вам идут какие-то вещи, знаки, символы, сны, информация. Либо если у вас шла тяга к эзотерике, вы хотите себя развивать на этом поприще, либо, возможно, в военном деле, какие-то как скрытые организации, или вопросы медицины, но вы от этого, не могу сказать, что отрекались, да, но отходили, откладывали на потом, то сейчас самое время, потому что, как говорят арканы, здесь не нужно от этого закрываться, нельзя себя ограничивать, наоборот, нужно себя слушать, это очень важно. Ну и в целом карты говорят о периоде завершения каких-то сложных моментов. То есть если вы были зависимы, не могли сдать экзамен, либо предложение читать лекции в другом городе, передавать свои опыты и навыки. Кстати, у многих это связать себя узами судьбы, обретение партнера или партнерши в путешествии в какой-то поездке, то есть познакомиться. Еще на что нужно обратить внимание. У вас действительно уйдут страхи, если вы будете прислушиваться к внутреннему «я». Кстати, очень часто жрица и колесница указывают, особенно завязанные глаза, то есть слушать сердцем, третьим глазом, на погружение в регрессивный гипноз, чтобы найти ответы на свои вопросы. Совет вам каков будет по этой ситуации? Каков будет совет?
Совет, тройка пентаклей. Активно работайте над собой. Становитесь лидером, становитесь мастером, становитесь экспертом своего дела. И здесь, поскольку тройка пентаклей это все-таки карта у нас индивидуалиста, если у вас были мысли, цели, планы и решения начать свой собственный путь и быть независимым предпринимателем, самое время. Если вы уже в этой стезе, то это будет активный период развития, причем у многих при помощи эзотерических практик. Поэтому действуйте. Вселенная вам благоволит. А мы сейчас посмотрим стрельцов. Стрельцы. Какие перемены вам принесет коридор затмений? Какие перемены вам принесет коридор затмений? Ой, какие у вас прекрасные карты, стрельцы. Туз жезлов, влюбленные. Паж чаш, новая страсть, новая влюбленность, новое увлечение, новое партнерство. А у кого-то продолжение партнерства за счет появления детей. У кого-то известие о появлении внуков, как продолжение вашего родового древа. Помимо всего прочего, новое увлечение, новый выбор, правильный выбор, который ведет к успеху, к положительным переменам. Здесь эти карты показывают на новую страсть, и она может быть не только в плане личной жизни, а вот обрести новое увлечение, то, чем вы будете жить, гореть, радоваться. Если это были вопросы, связанные со вступлением в права опеки, то есть усыновление, удочерение, то действительно успешный период, и вы получите то, о чем вы мечтали. Но посмотрим, на что вам следует обратить внимание. На что? Туз чаш, пятерка жезлов и четверка мечей. Это говорит о том, что вам не нужно будет бороться за что-то внимание и прикладывать к этому усилия. По тузу чаш любовь в вашей жизни появится сама по себе. То есть, знаете, когда часто спрашивают, а что мне нужно сделать для того, чтобы мне там кого-то найти, где мне нужно быть? У вас даже одна колода дьявол. Это оковы страсти, любви, влечения или одержимости работой, делом. Ну, то есть то, что вас увлекает. Допустим, если это дело, реализация, то мало того, что вы получаете очень мощный эмоциональный посыл, здесь еще, знаете, пятерка жезлов, это у вас постоянно горит внутренний огонь, это перфекционист, это желание совершенства и деятельность, которая вам приносит покой, умиротворение. То, что, знаете, как своего рода как медитация. Совет вам по ситуации. Что здесь? Жрец. Ну, во-первых, карта брака, карта венчания, карта обретения официальных отношений. Это первое. Второе. Это обучение, это новые навыки, которые говорят о ситуации, что вы настолько будете этим увлечены, погрузитесь в эти, знаете, как получение информации. Впоследствии можете преподавать, делиться опытом, обучать других. И неважно, вы тренер, вы педагог, вы коуч, оратор или вы просто независимый консультант по каким-либо вопросам. Если это касается вопросов состояния здоровья, то вопросы исцеления, выздоровления, потому что после долгой борьбы по четверке мечей наступает стадия ремиссии. Карта у вас здесь замечательная. И будем смотреть сейчас с вами знак зодиака Козерог. Козероги, что вам принесет это затмение? Козероги, что вам принесет этот коридор затмений? Солнце, жрец, рыцарь жезлов. У вас прекрасные перспективы, потому что у вас по этим картам это либо легкая, такая невесомая фактически адаптация в новых условиях. Если это переезд, смена места жительства, то это, знаете, легко стать своим среди чужих. То есть адаптация к культуре, устранение языкового барьера, это легкость в принятии, знаете, как в принципе новой энергии, потому что, как показывают эти арканы, перемены, которые вас делают лучше, делают вас счастливее, делают вас значимее. У кого-то в прямом смысле слова это как обретение Бога, если вы были атеистом. Может быть даже смена религии, но ситуация, когда вы действительно ощущаете эту энергоподпитку, ощущаете защиту высших сил. Если это вопросы чисток, то это эффективная чистка и мега отличная защита. То есть сама Вселенная вам благоволит, и вы находитесь под ее защитой.
Если это были вопросы, связанные с болезнью, то это найти эффективного врача, который вам поможет в вопросах выздоровления, улучшит эти процессы, ускорит. Опять же, ситуация официального брака, продолжение рода, потому что Солнце и Жрец, это, знаете, для мужчин это стать отцом, известие от отцовстве. И, кстати, если были конфликты с отцом, допустим, взрослый отец и сын, то это гармоничное развитие этих отношений, это вопросы примирения, это идти на контакт, это идти на первый шаг. Поэтому карты у вас здесь прекрасны. Но у некоторых еще это как отъезд за рубеж, либо в иной регион с целью обучения и получения новых знаний. На что вам следует обратить внимание? На что? Десятка пентаклей, пятерка жезлов и король жезлов. Что могут быть вспышки, конфликты в коллективах или внутри семьи по причине ваших завышенных амбиций. И здесь нужно, знаете, как искать корень проблем и причин в себе. Для того, чтобы, быть в стабильной обстановке. Если это касается коллектива, где вам нужно показывать свое подчинение руководству, я не говорю, что вы должны там стелиться, да, и перед кем-то падать ниц, но в чем-то усмирить свою гордыню, потому что сейчас это будет не своевременно, а наоборот стараться принять человека, перенять его опыт и использовать себе во благо. То есть ваша задача быть вне конфликтов, нивелировать все конфликты на корню, не быть зачинщиком подобного рода ситуаций. Ну и в целом, как только вам появляется возможность уходить от таких вопросов, от таких ситуаций. Видите, у вас даже совет и рекомендации тройка чаш. Жить в радости, в гармонии, в счастье, без конфликтных ситуаций, быть открытым, душевным. В первую очередь, знаете, как проявлять какое-то беспокойство о других людях, которые вас окружают, проявлять какое-то радушие. И самое главное, быть больше в социуме, общаться, потому что вам этого не хватает. И как следствие вы не получаете того внимания, той подпитки, к которой вы стремились. То есть ваша задача на этот период – это общение, это поддержка, это кооперация. То есть вы должны быть на этом сконцентрированы. Переходим с вами к водолеям. Посмотрим, какие перемены данный коридор затмений принесет им. Тройка пентаклей, колесница, четверка мечей. Сейчас даже посмотрю одну колоду. Видите, шестерка пентаклей. Здесь, если смотреть по этим арканам, у кого-то, чтобы выйти из состояния застоя, я не могу сказать, что такое застоя, это нужно, допустим, будет либо искать работу дистанционного плана, либо переезжать с целью работы. Помимо всего прочего, если смотреть по этим арканам, это вообще, допустим, выбирать иной путь, иную стратегию для реализации, для раскрытия вашего потенциала, ваших способностей. Потому что здесь вот правосудие, взвесь на чаше весов, пройди этот экзамен, проанализируй. Это как ситуация, которая говорит о том, что то, чем вы занимались ранее, это уже, знаете, не то, что морально устарело для вас. Вы это переросли. У вас здесь нет никакой подпитки. Вы себя хороните заживо. Этого делать не стоит. Еще правосудие, это, знаете, как справедливая оценка себя, объективная, со стороны. Для того, чтобы вы поняли свой потенциал и его, как я говорю, не гробили, не хоронили, а активно развивали. То есть у многих это действительно будет идти смена деятельности. На что вам нужно будет обратить внимание в целом? На что? Отшельник, десятка чаш, колесо фортуны. Во-первых, нужно обратить внимание, если таковые у вас есть, на пожилых родственников. Оказать им заботу, поддержку. То есть не оставлять их одних. Самим не быть интровертами, а больше с семьей, с родственниками. Знаете, как моя семья, мой оплот, моя крепость. У многих это выход также еще состояния одиночества и обретения партнерства по судьбе. Помимо прочего, может быть для вас неожиданное, внезапное, но связанное с внешними социальными и политическими обстоятельствами,
это отчаяние, но тем не менее переезд. Переезд ради лучшей жизни, ради лучших условий и качества жизни в целом. Совет для вас. 4 пентаклей. Позаботьтесь о своей стабильности. Кстати, эта карта выпадает у многих. То есть я понимаю, что последующий период от этого коридора затмений до последующего, который будет в апреле 2023 года, у многих может быть финансово непростым. Поэтому накопление, экономия, по возможности, если есть такие ресурсы, то откладывать деньги, думать о пассивных источниках дохода и о вашей реализации, но в новом ключе. Переходим с вами к рыбам. Рыбы, что вам перенесет? Какие перемены вас ожидают в коридор затмений? У вас выпали, как на подбор, одни жезловые карты. 8 жезлов, 9 жезлов, 6 жезлов. То есть у многих переезд с целью защиты. То есть для вас это будет триумф, как спасение, победа, достижение, цель. Или у кого-то это, в принципе, переезд и адаптация к новому образу, способу жизни. Но для вас это тоже, знаете, как победа. Еще здесь как снивелировать слухи, интриги, сплетни в отношении вас. Выйти из любой ситуации с достоинством. То есть не обращать внимания на какие-то пересуды, на какие-то склоки, потому что вы действительно будете в центре внимания. Потому что осознавайте, у вас есть аргументы, с которыми вы можете выстоять против любой ситуации и выйти победителем. Еще акцент на защиту. Тут вопрос не только энергетики или безопасности физической, безопасности энергетической. Потому что поскольку вы очень такой эмоциональный, душевный знак, вы зачастую крайне ранимы. Поэтому некоторым из вас требуется дополнительная защита от чьих-то слов, взглядов, убеждений. Это делается для того, чтобы вы чувствовали себя на коне, чувствовали себя на подъеме. И еще, как говорят эти карты, у многих может быть период или необходимость дистанционной работы ради сохранения свободного времени, своих ресурсов своего организма. И для вас это будет более чем продуктивно. Так, но опять же, если это личная жизнь, не форсировать события. Может даже некоторый период дистанцироваться по принципу, чем дальше пошлешь, тем ближе будет. И в этом случае будете на коне. На что нужно будет обратить вам внимание? На что нужно будет обратить внимание? Мир, 3 чаш, 3 пентаклей. Так, а какое у нас здесь дно? Колесо фортуны. Ну, ребят, в первую очередь, как вы понимаете, все-таки речь о переезде. 2 карты переезда и здесь 2 карты переезда. Причем переезд, который будет в радость, у многих он может быть связан с работой. Если все-таки здесь не говорить о переезде, то акцент на работу дистанционного плана. Может быть даже открытие своего дела, то есть через социальные сети, через интернет. То есть деятельность, которая в радость. У многих, поскольку здесь падает мир, 3 чаши, 3 пентаклей, это реализация себя, повторюсь, в интернет-индустрии, либо в индустрии туризма. И еще по этим картам, ну, вот так падает. Я не знаю, у кого из вас действительно к этому есть задатки, но многие могут вовремя прочувствовать финансовый рынок и пойти на подъем. Даже после периода застоя очень серьезного упадка, потом резко пойти вверх. Поэтому кто действительно в этом разбирается, держите руку на пульсе, потому что вам это будет во благо. Помимо всего прочего, обретение новых знакомых, построение новой связи, новой кооперации, которая вас приведет к успеху. У вас, видите, здесь 3 чаш, 3 пентаклей. Люди, которые помогают вашему расширению, вашему становлению и новым возможностям. Это в первую очередь как в плане карьеры. Особенно если вы хотели начать свое дело, то здесь это будет успешным. Ну, слушайте, добавлять больше ничего не буду. Переезд переездом погоняет, видите? Вот так. Если это все-таки вопросы личной жизни, то это партнеры или партнерши, которые будут издалека, либо знакомство через интернет, но это то, что будет перспективным. Но во многом, если это брать отношения, это все-таки отношения будут по расчету. Это, знаете, как взаимовыгодный брак, либо перспективный союз. Ну что ж, мои хорошие, вот таким вышел расклад для всех знаков зодиака. Я искренне
желаю каждому из вас. Даже для кого прогноз, как говорится, там не очень, да, и вы будете сетовать, что ж такие карты я достала. Повторюсь, предупрежден, значит вооружен. И наша задача в наших силах корректировать судьбу свою. Я не могу сказать, что полностью изменить, все-таки нам это предписано свыше, но корректировать и стараться избежать какие-то проблемные узловые точки. Вселенная нас слышит. Если мы меняемся, частично корректируется наша карма. Поэтому пусть любые изменения вам будут во благо. Пусть каждый из вас будет счастлив. Каждому из вас мирного неба над головой. И увидимся. До новых встреч.